Короче, я купил карту музейную, и теперь могу посещать всякие точки, типа Аспендас, типа исторический музей, и вот такие вот штуки наблюдать. Карта стоит 60 лир и дает тебе годовой абонемент, я так понял, везде. Возможно, иногда ее придется пополнять, но это удобно. Так, ребята, в этом зале собраны из Перге, из старого города. У меня на канале есть видео о нем. Статуи. Практически все они оттуда. И очень интересные персонажи здесь можно встретить. Например, вот это статуя богини Херы. У нас в России Гера. Это статуя Зевса. Просто посмотрите, насколько из мрамора все как вот живое, как будто вот сейчас плащ этот упадет с него, эта плащаница. Очень круто. Это богиня. Сейчас покажу, вы сами прочитаете кого. Вот его. Афродита со щитом. Это Фигея. Богиня здоровья, поэтому у нее со змеей вот эта чаша медиков. Это Немезис. Со сфинксом. Видите? Также здесь есть статуи Артемиды, которая держит, по идее, в каждой руке жизнь и смерть. Это Аполлон. Так, он слабый, грустный какой-то, правда. Кто знает, кстати, почему Дионис изображен с ребенком и с собакой. Здесь собраны самые большие статуи. Статуя Гермеса. В предыдущем зале мы видели статую Гермеса, юноши совсем, а здесь уже прям какой-то взрослый перекачанный дядька, без носа, правда. Ну, блин, смотрите, как выглядит статуя. Чтобы вы понимали, он примерно 4 метра или 3,5 метра в высоту. И на самом деле бродить здесь и просто ощущать, что вот эти вещи сделаны там 3000 лет назад, какие-то вещи там 4, скульптуры, конечно, вещи, 400 лет нашей эры сделаны, вот в этот период, это очень прям захватывает. Ну, посмотрите, я не знаю, наверное, камера не передаст, но если присмотреться, здесь все складочки как настоящие. Ну, то есть как будто вот он прям в одежде стоит. Ну, это же капец. Найдите мне сейчас мастеров, которые с мрамором так работают. Конечно же, они есть, вы представляете? Это ведь было повально в то время. Ну, такие ребята здесь еще стоят, что-то там орут, кричат. Поэтому... Кстати, сейчас покажу вам императора Трояна. Его Величество император Троян. Что по бабкам, господа? Вот такие вот разные монетки в разных полисах Турции. У каждого полиса был свой штамп. Они печатали монетки так. Вот. Пробую показать вам карту. Посмотрите, сколько полисов было. Это все тысячные года примерно. И
каждого была своя шикарная монета. У кого-то медная, у кого-то серебряная, у кого-то оловянная, как я понимаю. Могу ошибаться, но вот конкретно Анталия. Мы прошли только что сейчас весь музей, он небольшой, но очень приятный и классный. И вышли во двор. Во дворе тоже есть всякие музейные, я не знаю, как их назвать, штуки, всякие старинные вазы огромные, скульптуры. Все это здесь есть. И сегодня приятно светит солнце, хоть и с утра был жуткий ветер вообще. И вообще холодно в Турции сейчас. Вот. Я замерзаю. Я вон в куртке зимней гоняю, хотя солнце какое. Гинай тоже вон одета в зиму. Видите? Вот такая она Турция. Летом с плюс 40, а зимой люди ходят даже под солнцем в зимних куртках. Вот так. Короче, привет и всем. Сегодня... Господи, какое сегодня число, дай бог памяти. 22 февраля. И сегодня я стартую в Памуккале. Ну и попутно в другие города. Раннее утро видно по моим мешочкам под глазами, потому что я сегодня очень плохо спал. От слова 2 часа спал. Что-то совсем печалька. Так волнительно эти приключения. Прям как маленький. Вот. И надеюсь, я сегодня очень много чего увижу. А еще сегодня я побываю в теплых источниках. Есть такие типа подводные воды, как-то адаптированные для туризма и вообще всей этой всей истории курортной. Я побуду в отеле, который вот как раз вот таким делом занимается. И все вам покажу, расскажу и своими впечатлениями тоже поделюсь. Поэтому смотрите дальше. Высота 1500 метров. И мы продолжаем потихоньку подниматься. То спускаясь, то поднимаясь. Я прям даже не знаю, насколько там высоко будет в том месте, куда мы едем. Мы это сделали, мы добрались, поднялись в горы. Даже не знаю, какая здесь высота. Около 1700, по-моему. Компас показывает. Как темно. Прикольно. Вы просто посмотрите на вот эти штуки. Даже непонятно, что, как вообще это образовалось. Короче, вот такое крутое место. How the name of this cave? Kelola. Kelola Cave, в общем. Посетили мы ее. Она небольшая. Не буду вам показывать все, лучше сами приедете сюда, посмотрите. Но здесь очень интересно. Здесь не холодно, на удивление. I'm just saying that not cold. Not cold, yes, interesting. Yep, and not big cave. But please, so wonderful. Yep, amazing place. Like different world, huh? Yep, Lego world.
смотровая на подъезде к какому-то городу. Вы просто посмотрите, живут вообще как цари. Единственное, что моря нет. Очень похоже, честно говоря, на Анталию, но горы гораздо выше, потому что еще и снежные вершины. Какой-то огроменный городище тут тоже, не маленький, он прям до самого горизонтища. Посмотрите только, у меня камера даже не передает это все дело. И меня слышно, наверное, по-дурацки, потому что я опять вышел без микрофона, просто на ходу. Ну, в общем, вы поняли. Вид потряснейший просто. Собственно, уже солнце вовсю вышло. Жарит, я вам скажу, жарит. Хоть мы в горном районе все еще, 1200 метров над уровнем моря, но уже 8 градусов на солнышке, хотя еще время 11 утра только. Ух, я прям думаю, сегодня будет очень много впечатлений. Традиционный денизный кебаб. Естся именно так. Мы прям самый настоящий, национальный, шавушный. Очень вкусно выглядит. И вот так это еще дополняется. Приехали поплавать в чае, How do you think what it was? Она только что прыгнула здесь. Она такая, да, чё там? И шибанула. Ну, я тоже тогда. Чё, я же старенький, ну, я же могу. You can see? Здесь вовсю идет реконструкция, сейчас восстанавливают. Некоторые места закрыты, этот город, я так понимаю, только-только откапывается, так скажем. Что-то реально только-только восстанавливается. Амфитеатр, например, там вон краны стоят. Видно, надеюсь, отсюда. Восстанавливают блоки. Что-то перекрыто там, подмазывают, подшпаклевывают. Молодцы. И, конечно, что сказать, вот даже здесь никого сейчас нет, вообще от слова совсем. Нас все равно заставляют одевать маски. Те, кто здесь охраняют территорию, они ходят, периодически смотрят, чтобы все в масках были. И ваш покорный слуга забыл переходник к айфону на микрофон, поэтому звук будет такой дурацкий. Короче, вот такой этаж. Это уже наша входная дверь в отельчик. Вот так выглядит входная зона. То есть ты входишь, тебя встречает тумбочка, правда без зеркала почему-то. Здесь у тебя щиток со всякими включашками-выключашками. Поскольку мы приехали в отель, который специализируется на подводных источниках, подземных, вернее, водах, или как правильно сказать, не знаю, underground water, это ванна, куда течет вода прямо из-под земли. То есть это так самая горячая, там 39-40 градусов вода. Можно набрать полную ванну и торчать здесь. Также здесь есть, ну, собственно, душевая с простой водой. Вот это вот все. Уже суета-сует идет вовсю. Гюней наводит. Здесь такой вот номерок, включен фен. Вот, кстати, зеркало большое. Я тут хожу, ищу, свищу его. Собственно, 2+1 получается такой номер. Везде розетки, телефоны и все прочее. Здесь, как обычно, шкафчик. Там вещи, не вещи. Бар, как мне сказала Гюней, короче, для турков бар под запретом. Потому что слишком большая цена на все вот это дело. Типа они включить в стоимость не хотят это делать, за все ты платишь отдельно. Поэтому типа дикие ценники какие-то. О, напоминание из Москвы. Так, тут шмотки. И самое интересное, балкон. Смотрите, какой огроменный балкон. Просто вообще людь какая-то лютая. И вот такой вот у нас видок. Здесь что-то разрушили, видимо, было здание. Подчищают, видимо, хотят сделать летнюю террасу. Впрочем, это уже совсем другая история. Вид на
как она называется, мечеть. Забыл уже все совсем. Здесь вот, кстати, если видно, надеюсь, что видно. Я сейчас снимаю, не вижу. Не вижу даже, что снимаю. Где? Ага. Короче, вот здесь висеть должен этот указатель такой с градусами 39, в общем, показывает. Здесь течет вот эта, собственно, вода с подземного источника. Это вид на другую сторону. И это вот то самое Памуккале. Мы только что проехали Белые горы, были с той стороны. Там буквально в 5 километрах отсюда на машине, может даже меньше, в 2 километрах. Вот. Эти горы Памуккале. Завтра будем там гулять. Может, сегодня попремся, не знаю. Короче, я доволен как слон. Так. И место реально очень классное. Со светом, правда, проблемы какие-то у меня при съемках. Но вообще мне дико нравится. И еще здесь, в этом отеле, есть процедуры спа. Короче, сам номер обошелся, кому интересно, в 400 лир на сутки. То есть, хочешь 4 суток, 1000. Почему нет? Ну, типа 16 тысяч рублей, плюс-минус. И есть спа-процедуры, там, массаж лица, обычный массаж, там, что-то еще, какие-то штуки включены, там, подводные воды. Тоже чуть позже расскажу уже, наверное, потом. 180, как я понял, лир на человека. Да, это жестко. Короче. Ну, типа, не так дорого. Короче, класс. Вот, типа, мини-отпуск, пока праздники. Мы только что забрались на такую вершину. Зато теперь у нас такой потрясный вид на просто весь вот этот вот городишко. Видите? How many Moscow? One, two. two. Yes. Not too much, huh? Good. For Turkey, not too much. Короче, вот так это примерно все выглядит. У меня на голове черти пойми что. А мы идем купаться в бассейн погорячее. Он находится на улице. Мы сейчас под открытым небом. Здесь есть 2 бассейна. Какой-то такой вот один. В нем вроде тоже вода теплая, но вроде не такая, как здесь. Не такая горячая. So, how's water? Perfect. Excellent. Wonderful. Good experience, actually. Реально прикольное место, ребятки. Я вот прикупил очечи себе. Модный, теперь стильный, молодежный. И мы пойдем сейчас в Памуккале. И теперь, короче, еще час топать наверх, час обратно, и потом надо пилить домой, тачку возвращать и все такое. Вот на таком мажорном Фиате мы гоняем. Ну, как мажорном, обычно. Короче, прикольно, классно. Прям интересно, что там ждет впереди в этом Памуккале. Все белое, оделись вот по-светлому как-то, чтобы прям не сильно пекло. И хотя сейчас местные ходят в куртках, я вот стою в майке и легкой кофточке, и мне прям вообще класс. Ну, типа, жарко даже. Я снимать буду, раздеваться по-любому. Короче, такая вот фигак. Ну что, мы, короче, прошли сейчас проходную. Спрашивают музейную карту и фэс-код здесь. И двигаемся, собственно, вот туда. Мне сейчас сказали, что вот в этом месте, нужно будет разуться и идти босиком, потому что нужно сохранить эти травертины в природном состоянии. Здесь какие-то бассейны, на этом, видимо, это все работает. Сейчас вон катамараны какие-то только. Интересно. Перспектива разуваться меня, конечно, не очень радует, но по температуре вроде ок, поэтому будем смотреть. And we walk there. Она холодная, капец. Кстати, не скользко. Это очень плотная порода. Очень плотная. А вода холодная, прям ледяная. Но идти здесь, я думаю, мне, по крайней мере, будет норм. Ну, типа, я не чувствую никакой боли, ничего. Тут все сглажено уже тысячелетиями, мне кажется. Хочу сказать,
Хочу сказать, что после буквально 2 минут ходьбы многие поняли, что им холодно. Реально холодная штука. Вода еще леденее, реально. И вот непонятно, то ли заходить в воду, чтобы погреться, то ли вообще не заходить в воду. Ну, потому что, ну, очень холодно. Ну, прям от слова совсем сильно очень. И непонятно, куда идти. Ну, в смысле, понятно, что вот туда вверх, куда вот миллиард людей прется. Но что-то вот как-то непонятно. Ощущения реально очень странные. Очень странные. Потому что пока не понято. Идти хочется, но идти хочется, чтобы было ножкам не холодно. Ну, это нам повезло, наверное, просто попасть. Так, вообще, наверное, летом здесь все раскалено. И, скорее всего, очень теплое все. Поэтому летом, скорее всего, здесь кайфуша. И прям очень советуется, рекомендуется всем. Cold for one vegetarian girl. Russians okay. Заставляют, короче, идти босиком, чтобы не разрушать травертину. А у самих тут вот какие-то трубы текут. Ну как бы. Мы, кажется, поднялись вверх чуть-чуть, буквально метров вот на 15 повыше. Тут уже теплая вода, не холодная. Ножкам уже хорошо. Там. What you say? Oh, This water is more warm than it. yes. Evet. А между тем, кстати, в воздухе вот пара шариков висит. Причем висят они чуть ли не со вчерашнего вечера. Может быть, с утра. Не знаю. Вчера ехали, тоже были. Интересно, интересно. Здесь не очень ветрено. И поэтому, скорее всего, здесь очень любят запускать вот этих вот воздушных шариков. Шариков. Мать вашу, ребятки. 23 февраля. 23 февраля, еще раз. Я иду босиком по вот этим вот источникам. Мне жарко, потому что светит солнце. Я на позитиве, потому что солнце греет, и все классно. И вот вы потом спрашиваете, а хер ли ты уехал из Москвы, там, от хорошей зарплаты и от всего прочего? Ребят, ну как бы, я даже не буду комментировать. Счастье стоит дороже. Ребятки, еще один лайфхак, лайфхачный. Короче, выше поднимаешься, становится больше горячих источников. Мы вот сейчас стоим, греем наши лапки, и здесь очень тепленькая водичка. Не сказать, что вот прям как вчера в термальных бассейнах, но теплее намного, чем там ниже по течению. В самом низу вообще очень лед, холодно и все прочее, а здесь прям горячая, теплая вода. И сейчас мы маленько погреемся и пойдем дальше. Yeah, really. My tool. Evet. Ну, кстати, русские ребята в халатиках висят. На фотки пришли, молодцы. Охренительное место, ребята, охренительное.